Привет! Сегодня я расскажу тебе о невероятной гонке по пустыне Омана. 165 километров, пустыня, 4 дня и полный рюкзак экипировки на мне. Только самое интересное. Поехали! Как мне пришла эта идея? Мой одноклубник кинул в наш общий чат фильм с рекомендацией к просмотру о беге по пустыне, о самых жестких гонках в этом мире. Там была девушка, которая мне показалась просто очень крутой, очень. Я это посмотрела, подумала 7 дней и написала тренеру. Как ты думаешь, возможно ли когда-нибудь, ну просто когда-нибудь пробежать что-нибудь подобное? Он мне порекомендовал посмотреть половинку в Омане. Я очень долго искала, хотя мне сразу попалась эта гонка на глаза. Но потом я его спросила, а 165 километров можно считать за половинку? И он сказал мне, вполне. Так и родилась идея пробежать этот забег. И уже в июле прошлого года я заплатила за слот. Подготовка началась ближе к концу года, на самом деле, о чем я очень сильно пожалела, потому что я только спальник искала на протяжении недели, который бы подходил мне по весу, по стоимости и по срочности доставки. Одно из самых главных, помимо, естественно, подготовки физической в виде тренировок, это было собрать рюкзак. В необходимой экипировке было столько всего нового, что я себе просто представить не могла. Но по порядку. Начнем с того, что все 4 дня каждый участник должен был нести все необходимое, что ему потребуется на все эти 4 дня в пустыне, все на себе в рюкзаке. Что было в обязательной экипировке? Это был спальник, питание минимум 2000 калорий в день или 8 на все 4 дня, жестяной нож, помпа для отсоса яда, спасательное одеяло, сигнальное зеркало, аптечка, вода, солевые капсулы, свисток и фонарь. В рюкзак я также положила, помимо обязательной экипировки, то, во что я переодевалась, средства гигиены, разобраться, какой мне нужен спальник, выбрать мат под спальник, понять, что я буду есть все эти 4 дня, заказать все сублимированные блюда. Вот такой пакетик, в котором находится, например, курица карри, жаркое с говядиной и так далее. То, что ты заливаешь кипятком и потом можешь употребить как полноценное блюдо. Попробовать, протестировать все питание. В целом я также должна была, конечно, протестировать и всю упаковку рюкзака. Но, к сожалению, у меня не оставалось времени, и тестирование я уже проводила в Омане. В Оман я прибыла заранее, для того, чтобы акклиматизироваться, как делаю всегда для гонок. Погода была вроде бы не жаркой по градусам, я смотрела около 30, но ощущалось все 40. Реально было очень душно и очень тяжело бегать. Поэтому мне очень помогло то, что я приехала туда заранее. Сначала я остановилась в Маскате, особо у меня возможности побегать по песку там не было, и только единожды я побегала там по дюнам, но это, конечно, было не сравнить с тем песком, который был в пустыне. Все остальное время я, в принципе, тренировалась на стадионе и больше потратила времени на акклиматизацию и, конечно, получение положительных эмоций от местности. За 2 дня я отправилась к месту старта. Называется оно Бидиях. В стоимость слота входил отель, но так как все участники прибывали за день до гонки, я эту ночь также оплатила дополнительно. Когда прибыли все участники, они все расселились и, в принципе, начали готовиться к проверке экипировки. Я в это время, мне кажется, рюкзак перепаковала раза 4. Более опытные спортсмены, которых там были все опытные, была неопытная только я даже не спала до этого в спальнике, все для меня было это впервые и в новинку, но получилось очень даже неплохо. Я потратила очень много раз на перепаковку своего рюкзака. Советы помогли мне сократить вес моего рюкзака до 7500 без воды. Это было до проверки экипировки. После проверки экипировки я пошла перепаковала еще дважды свой рюкзак. И вес перед гонкой составлял 6900 без учета воды. Итак, день первый. Было очень волнительно. Как я уже сказала, это был мой первый опыт мультигонки 4 дня. И, конечно же, первый опыт, когда я всю экипировку, все питание, всю одежду несу на себе. Питание. Я организовала его следующим образом, разделив на 2 части. Время бега и время, которое я ем в лагере. Время бега.
я сделала следующим образом. Я использовала свои любимые Sis Betafuel гели, но последнюю гонку мне было немножко тяжеловато по желудку, поэтому я решила замиксовать это более густыми гуарактан и также использовать гуар-мармелад. Это мне очень сильно понравилось на гонке, не было ни единого намека на какие-то проблемы с желудком. Что же я ела в лагере? Я взяла несколько сублимированных блюд, я взяла лапшу быстрого приготовления, которой мне не хватило, у меня их было 2, и я захотела 3-ю, и один участник в гонке, Женя, меня спас, у него была лапша, и мы с ним поменялись, я ему мармелад, а он мне лапшу. Я взяла кисель на каждый день, манго на каждый день, для завтрака взяла с собой овсяные хлопья, орехи и изюм. Все распаковала по граммам, по маленьким пакетикам и уложила компактно в свой рюкзак. Что же я еще взяла, помимо обязательной экипировки и питания? Это, конечно, то, во что я переодевалась, и средства личной гигиены. Спать накануне я вообще практически не могла. Во-первых, мне, конечно же, мешал комар. И, конечно же, я очень сильно нервничала перед стартом. Я почти не спала. Я не знаю, где-то в районе 3,5 часов у меня было сна накануне гонки. День гонки. Достаточно буднично, мы проснулись, пошли на завтрак. Там я ничего особого не нашла для себя, но я не расстроилась, потому что обычно перед ультра я плотно, конечно же, не завтракаю. Я взяла какой-то мандарин, съела какую-то гренку и пошла забирать свои вещи. Вещи, наш багаж мы оставляли в этом отеле. Организаторы перевозили в отель на место финиша. И я забирала свой рюкзак и шла в автобус. Нас довозили до места старта. Когда мы приехали на место старта, я начала искать туалет. Никто не знал, где он. Я немножко даже начала нервничать. Мне указали на какую-то халабудку. Я побежала туда, но вскоре поняла, что это скорее нервы, чем я хотела действительно в туалет. Но это стоило проверить перед стартом. Потом зазвучала невероятная музыка Амана. И мы все пошли. Мы шли медленно. И мое сердце так учащенно билось в этот момент. Мне кажется, эта музыка достала до просто самых моих тонких эмоций и чувств. Я, конечно, несколько раз чуть не заплакала, подносила руки к лицу. Потом неожиданно меня кто-то окликнул: Лана? Я поворачиваюсь, говорю: да. А я ваш подписчик. Это было так неожиданно и так приятно, меня сбило от моих волнений, поэтому я немножко успокоилась. Мы обменялись пожеланиями хорошей гонки и после этого сказали: 5, 4, 3, 2, 1, побежали! Первый день, 42 километра. Сначала я бежала и постоянно считала. Так, если я пробежала 1 километр, значит это самое. Так, если я пробежала 5 километров за столько, значит я пробегу 42 за столько. Потом я такая считаю, и в какой-то момент начались дюны. Считать, конечно, в этот момент я перестала, потому что я поняла, что это будет очень сложная гонка. Наверное, это было поздно, чтобы понять, но это случилось со мной там. Когда мы стартовали, было утро, и из раздражающих факторов неудачно упакованный карман и не пристегнутый. Я его не зафиксировала, я положила туда какую-то кофту. Она, значит, болтыхалась у меня все 10 первых километров, но на первом же waterpoint я остановилась, ее переупаковала быстро, и потом все пошло как по маслу. Если можно, конечно, так сказать. Первую половину гонки, конечно, не было палящего солнца, это ощущалось, да, жарко, но не адово. А во вторую половину гонки, конечно, солнце прибавило своего действия, и одно из самых сложных моментов для меня в этот день было, когда закончилась практически вся вода к концу гонки, и waterpoint'а не было. Waterpoint'ы были расположены немножко дальше, чем ровно 10 километров. И я рассчитывала на это расстояние в воду, естественно. Озвучено было 40-й километр, я подбегаю туда, а там нету никакого пункта, да, только пустыня. В итоге получилось, что мы пробежали не 165 километров, а 168, но бог с ним.
Если говорить о первом дне, когда на 40-м километре я не обнаружила вотерпоинта. Было, конечно, немножко шоком, становилась уже очень сильно злой, мне становилось немножко плохо. Со мной был еще один бегун французский, ему стало тоже не очень хорошо. И потом в какой-то момент я решила, думаю, все, осталось здесь уже там 2 километра, нужно просто быстрее бежать, чтобы уже быстрее финишировать и там попить воды. Это было действительно немножко страшно, потому что, по сути, там не было никакой ни связи, ни воды, и в округе никого, только песок. Когда я, значит, побежала, через время какое-то я увидела waterpoint. 41 километр. Я подбежала, очень раздраженно что-то им там сказала, пообливалась водой. С перепугу, не дай бог, эти километры последние будут еще более сложными, чем, я не знаю, все 40 километров до этого. Набрала еще полные бутылки воды и побежала к своему финишу. Но, в принципе, они уже были не очень сложными, я финишировала. И в этот день, если честно, я не могла поверить, что завтра я побегу снова. И завтра меня ждет 55. Вам туда, идите туда, большим темпом. Это был первый раз. Я попала в лагерь на мультигонке. Стояло несколько шатров посредине пустыни, в этой невероятной красоте. Эти шатры были разделены для участников, для организаторов и место, где делались различные восстановительные процедуры. Посредине этих тентов стоял еще один такой небольшой тент, это больше было похоже на навес, в котором стояла горячая вода, бойлер большой, вода питьевая, и также стояла доска, рядом с которой проходили обычно у нас брифинги и где рассказывали о результатах сегодняшнего или вчерашнего дня, если проводился брифинг на следующий. Тенты для участников. Мы спали все просто столбиками, ложились друг с другом в спальничках рядом. Там помещалось, я не знаю поскольку, ну, наверное, человек по 10 в одном тенте. Ну, плюс-минус, где-то примерно так. Какие проводились восстановительные процедуры? Каждый участник этой гонки мог идти и сделать различные процедуры восстановительные, которые тебе необходимы. Там было 2 вида массажа, более жесткий, более такой менее жесткий, который как стрейчинг был больше, наверное. Блистеринг – это когда твои мозоли в специальном обеззараживающим средством вскрывали и заматывали лейкопластырем. И были тейпы. Естественно, также были там медики. У меня там, например, в какой-то из дней немножко разодралась спина, и они мне помогли с этим. Это было не очень просто удачно выбранный топ, он был очень красивый, в принципе, он был очень удобный и комфортный в плане для бега, для спорта, но на мне был очень тяжелый рюкзак, и поэтому лямки, которые были позади, они потерлись об этот рюкзак и разодрали мне немного спину. Но ничего страшного, мне все там заделали, поэтому было все шикарно на следующий же день. Этот массаж на самом деле меня просто спасал. Ты вроде бы прибегаешь на финиш и думаешь, блин, как я побегу завтра, но как только ты примешь душ, поспишь, примешь свою БЦАшечку, да, после этого ты сделаешь все восстановительные процедуры, которые тебе нужно. С утра ты примешь еще раз БЦАшечку, позавтракаешь и встаешь на линию старта, как будто бы ты вчера и не бежал. Такой свежачок. Но, конечно, это проходило через какое-то время, особенно если день был сложный. А они были все такие. За этими тентами стояли биотуалеты, их было 4 или 5, я не помню. И такая ширмочка огороженная, это был душ. Как там мыться было, я сначала себе не представляла, потому что он был открытый. Все омановские вот эти, значит, мужчины, которые там все это организовывали и возводили, они, значит, стояли и смотрели на тебя. Но в конце концов я приняла решение мыться одетой. После этого идти в туалет переодеваться, потом снимать эту одежду, идти ее стирать и потом только ее развешивать. Взяла я с собой 2 комплекта одежды, потому что я сразу знала, что моя одежда не будет успевать высыхать. Да, это пустыня, да, это жарко, но мы не всегда финишировали в иное время суток. Мы иногда финишировали вечером, когда было уже достаточно холодно. День 2. 55 километров. Нас предупредили на брифинге, что это будет
сложно. Я шучу. Никто нас, конечно, о таком не предупреждал, но нам рассказали, естественно, о трассе. Первых 4 километра было плюс-минус равнина, если можно так сказать, пустынная. И потом 6 километров подряд большие дюны. Когда нам это сказали, я себе представить не могла, что такое большие дюны, да? Когда я выбежала, у меня были свежачком ощущения, ножки шикарные, все круто. Когда заканчивались эти дюны, ноги были подубиты жестко. Дюны выглядели как большие, огромнейшие просто горы из песка. Это было очень красиво, невероятно просто. В один момент, когда я сбегала с одной дюны, я подбегаю вот к этому концу дюны, да, к спуску. Я просто не могла поверить, что я вижу эту красоту. Дюны, это правда, это невероятно красиво. Итак, закончились дюны, потом началась дикая жара. Было прям невероятно сложно реально бежать. От жары становилось так сложно, что в какой-то момент я в прямом смысле этого слова обратилась к небу. Господи, небо, дай мне хоть секунды этой тени. И я не знаю, что произошло. Именно в этот момент что-то там блыкнуло, какое-то облачко. И реально буквально на 2 секунды появилась тень. Я думаю, блин, если меня слышит небо, значит я должна бежать. Мне очень сильно помог мой пейсер. С самого старта передо мной бежал один участник, мужчина. Я его не могла догнать. Я вижу, он бежит. Я бегу тоже. Я смотрю, он бежит. Я думаю, господи, сколько ты можешь бежать? Со мной он был, я не знаю, где-то километра, может, до 40-го, может быть, до 42-го километра, ну, плюс-минус. И как на всякой ультре, я всегда нервно перенапрягаюсь. Там периодически останавливались, кто-то проезжал на машине, иногда организаторы там махали тебе, подбадривали тебя. Иногда это были какие-то, не знаю, местные на машинах проезжали и там всегда спрашивали: ты в порядке, да? А ты не знаешь, как ответить. Это, в принципе, наверное, не очень в порядке 165 километров бежать по пустыне. И одна машина, значит, проезжала, она была с детьми. Они, значит, мне помахали, там, покричали good luck. И я так растрогалась, я начала думать о детях, я начала плакать, думаю, господи, мои дети там, я бегу здесь. Я плохая мать. Но когда я финишировала, конечно, все как рукой у меня сняло. Во второй день я уже была более опытная в лагере. Пошла очередь, приняла решение, что я там буду мыться или не буду вытираться просто салфетками. Пошла там быстро себе заварила, там разобрала, там место заняла. Третий день, наверное, это был самый сложный в гонке. Для меня это было нечто. 47 километров. По факту 48. Стартовали мы днем и по группам. Нас разделили на 3 группы. Самые сильные стартовали в 2 часа дня. Средние, где была я, стартовали в 12 дня. И более медленные бегуны стартовали в 10 утра. Когда это озвучили, я сразу поняла, будет плохо. Было с собой 1,5 литра каждый день. Я взяла с собой 4 бутылки, 2 по 500 вверху, и в нижних карманах я разместила 2 по 250. Когда не сильно пекло солнце, мне, в принципе, достаточно было 2 верхних бутылок. Когда пекло сильно солнце, я уже, естественно, использовала все по максимуму и иногда даже поливалась. Добежав до 10-го километра, который уже был не на 10-м километре, я поняла, что мне, если честно, уже не очень хорошо. Восполнила воду, я полилась, умылась, там я всегда везде поливалась там по максимуму, наполнила воды и побежала дальше. Где-то до 17-го я боролась с собой. Мне практически уже не обижалась, мне реально начинало давить голову. Я начинала уже потихоньку поливаться водой своей, которая у меня была. Но реально нужно было как-то добежать до 20-го километра. Где-то примерно 16-17 километр плюс-минус мне стало очень-очень-очень плохо. На одной из дюн я еле туда взобралась, у меня начались рвотные позывы, мне давило очень сильно виски, мне очень сильно
горела в моем затылке, как будто мне кто-то просто дубинкой дал. Мне начинало звенеть в ушах и темнеть в глазах. Все, в этот момент я очень сильно испугалась, реально. Я думала, что я не просто сойду с гонки, я просто там умру. И слава вселенной, что в этот момент был рядом со мной еще один бегун, который остановился и, снимая вокруг красоту, повернулся в ту сторону, где была я, и увидел меня, что я стояла, облокотившись на колени, мне было явно плохо, нехорошо. Он подошел ко мне и очень сильно мне помог. Там предложил воды, палки и так далее. В общем, мы потом после этого с ним пошли просто пешком, потому что, естественно, ни о каком беге речи не шло. Примерно на 18-м километре мы увидели машину. Это были организаторы, но это не был waterpoint, и у них, в принципе, не было как бы воды для того, чтобы раздавать ее. Но когда мы туда подошли, я смогла сесть в машину, они включили кондиционер. Я прямо пустила туда голову с 3-5 минут, и мне очень сильно прям полегчало. Меня подождал тот участник, который со мной подошел к этой машине. Наверное, до 22-го километра я реально передвигалась пешком. И больше никак. У меня были попытки немножко бежать, но я сразу останавливалась, потому что мне опять становилось не очень хорошо. По факту до 22-го километра я шла пешком. После этого я решила бежать и не останавливаться. Сначала моей целью было 30-й километр. Бегун ко мне подбегает, кто был со мной, и говорит, ты что, решила не останавливаться? Я говорю, да, хотя бы до waterpoint. И в этот момент, значит, я вижу, что омановская девочка, там какое-то было небольшое поселение, не знаю, там из 2 домиков, она, значит, бежит к этой траектории, где я, да, бегу, и за ней идет мама. И она подбегает и мне протягивает браслет. А я же бегаю для удачи с браслетами, которые я беру и покупаю там, или мне там дочка плела, мне там подруга плела. Я покупаю, значит, вот в этих местах, где я бываю на гонках. А тут мне девочка сама дарит, омановская девочка в пустыне дарит этот браслет. Мама такая говорит, типа, Мани, а у меня их нет, я не могла ничего дать, я там, скрипя сердце, в общем, решила отдать этот браслет. Они говорят, нет, но мне очень помог в этот раз еще раз этот бегун и предложил свой пакетик с орешками, им отдал, а мне достался этот браслет. Это для меня было просто знаком, реально, я думаю, омановская девочка, браслет, я очень долго его не одевала, просто несла вот так в кулаке, и у меня прям этот кулак энергии мне давал. Блин, я вас должна догнать. Конечно, когда мне стало плохо, я упустила всех, кого только возможно, кто был после меня до этого по списку, но я решила догнать. Я не останавливалась просто вообще, ну, может быть, на 1-2 секунды, когда был какой-то подъем, и то я остановилась, шаг 2, и опять начинала бежать, даже в горку. На пункте питания я просто уже как профик подбегала, я там, значит, доставала заранее эти бутылки, туда кидала изотоника, давала этим организаторам, кто там помогает участникам, сама быстро там мармелады съела, мусор выкинула, чего-то там переложила, бутылки забрала и на ходу уже там, значит, эти бутылки в карманы засовываю. И что вы думаете? Я реально догнала всех, кто был по списку после меня, и обогнала еще одного человека. Еще на финише была такая забавная ситуация в этот день. Вы просто представьте, когда тебе там плохо, ты думал, что ты сейчас там просто умрешь, что что-то страшное случится, ты, значит, бежишь эту гонку, по тебе реально нехорошо. И перед финишем, метров за 500, ты видишь еще одну участницу, ее обгоняешь, и метров за 200, когда начался спуск к финишной арке, да, ты слышишь, что эта участница ускоряется. Как вы думаете, что сделала я? Я тоже ускорилась. Но когда она поняла, что ускоряюсь я, она тоже решила ускориться. Потом ускорилась я. И мы просто как торпеды. Это было очень забавно в этот момент, как включается соревновательный дух. Мы финишировали с одним временем, но финишная черта меня зафиксировала первой. Значит, нас разделяли реально доли секунд. Я была уже счастлива. Я поняла, завтра всего лишь 21 километр. Я эту гонку сделала.
Я 3 самых главных и сложных дня, я их сделала. На следующий день у меня по плану было просто сделать максимум из того, что я могу, на что остались силы. Следующий день мы стартуем, все достаточно быстро побежали. В принципе, этот день по трассе был не таким сложным. Там были какие-то небольшие дюны, я бы даже назвала их после 2-го и 3-го дня дюнки, но даже их, если честно, я проходила большую часть пешком для того, чтобы мои ноги смогли по равнинной местности лучше бежать. Мы бежали так быстро, как могли, и где-то за 2 километра я вдали услышала звуки музыки. Я сейчас опять заплачу. Мое сердце, конечно, забилось учащенней. Стало быстрее, кажется, бежать. Где-то примерно за километр я уже выбежала на последнюю дюну, где там уже практически равнина была. Я увидела отель. Там была такая арка, да, как бы вход в этот отель, за которой уже находилась финишная арка. И я туда побежала. Я так сильно туда бежала. О, боже. Ладно, сейчас. Когда я туда подбежала, там стоял директор гонки, он финишировал со мной, как мой пейсер. Я была счастлива. Я сделала 165 километров, а по факту 168 километров. 4 дня с полным рюкзаком по пустыне. Среди сильных атлетов я была 4-я среди женщин. Я финишировала эту гонку за 29 с лишним часов. Это для меня невероятный результат. Я это сделала. Я сделала Оман. Я не могу до сих пор поверить в это. Я не знаю, что сказать. После этого я пошла пить сок апельсиновый. Апельсиновый сок, я взяла их 4 пачки. Тогда я хотела все, что только можно, кроме этих чертовых сублимированных блюд. Потом мы поели барбекю, у нас был вечером гала-ужин. И уже на следующий день, когда мы отправились в Маскат, я шла и гуляла по этому городу, чтобы и не бежала всего этого. Но это было физические ощущения, ощущения, которые меня эмоционально догоняли еще, наверное, месяц-два. Да даже и сейчас они догоняют меня, понимаете, то, что я сделала. Это невероятная гонка, которая перевернула во мне что-то. И я до сих пор не поняла, что это. Это сложно объяснить. Это когда ты переживаешь что-то очень-очень сложное в жизни, в тебе обязательно что-то меняется. И мне точно придала эта гонка энергии и силы на последующие свершения, я не знаю, силы для жизни. Я правда счастлива, что я это совершила. Это как геройский поступок какой-то. Знаю теперь точно, я мощь. Я просто очень счастлива. Правда. В этот раз это не описать словами вообще. Вам стоит попробовать. И серьезно, конечно, я чувствую себя очень сильной. Это придает мне энергии для того, чтобы двигаться к новым горизонтам и покорять новые вершины. И следующая гонка — джунгли.